Сегодня будем выполнять планку на рубашке. Многие портные замечают, что большинство из тех, кто носит классические рубашки, предпочитают именно гладкую планку без отстрочек. При этом удивительно, что мало кто рассказывает, как ее выполнить, и информацию на этот счет приходится искать с большим трудом. Сегодня я расскажу, чем хороша планка без отстрочек, и покажу способ ее выполнения. Это канал «Шьем с умом», с вами Александра. Давайте начнем. Особенностью планки без отстрочек является то, что она может быть только цельнокроенной. Отсутствие отрезных деталей и дополнительных строчек сохраняет изначальную мягкость материала и делает рубашку более комфортной в носке, а образ более чистым и лаконичным. Вторая особенность такой планки – это отсутствие дублерина. Необходимая плотность достигается тройным сложением основной ткани полочки, из чего понятно, что главным минусом такой обработки является расход материала. И если рубашка большого размера, то желательно заранее убедиться, что при раскрое полочка и спинка помещаются по ширине. Приступим к моделированию планки. Строить ее можно вместе с основным лекалом, либо сразу на ткани. Начнем с наружной планки. От линии середины полочки отмеряем в обе стороны по половине ширины планки. Классическая ширина планки – это 3-3,5 см. Я возьму 3 см. Получается по 1,5 см. По линии середины будут расположены петли. От крайней линии отмеряем еще 3 ширины планки для тройного сложения. Готово. Внутренняя планка моделируется точно так же, только по линии середины будут не петли, а пуговицы. Внутренняя планка готова. Если суммарная толщина планок вам покажется слишком большой или они не будут помещаться по ширине при раскрое, то внутреннюю планку можно выполнить по-другому. Сделать не 3, а 2 сложения и отстрочить по краю. Я так и сделаю. Итак, смоделируем внутреннюю планку вторым способом. От линии середины откладываем наружу половину ширины планки, а внутрь откладываем половину ширины планки минус 7-10 мм. Это заужение мы делаем для того, чтобы строчка нижней планки не была видна из-под верхней планки. Я заужу на 8 мм, то есть внутрь полочки откладываем 7 мм. Обратите внимание, что пуговицы в данном случае будут не посередине планки. Они остаются на месте, то есть по линии середины полочки. Достраиваем еще 2 раза получившуюся ширину планки. У меня это 2,2 см. Готово. И перед тем, как перейти к раскрою, нужно еще определиться, на какую сторону будет застежка, на мужскую или на женскую. Вообще, на мой взгляд, это очень странное деление, и я не могу себе представить ситуацию, где оно имело бы практический смысл. По-моему, здесь имеет значение не какого ты пола, а какая у тебя ведущая рука. Мне, как правше, например, удобнее делать пуговицы справа, то есть на мужской стороне. Напишите, если у вас есть версии, откуда пошло это правило и насколько вы его соблюдаете. Перейдем к раскрою. Припуски по полочке берем 1,5 см. По длинному срезу планки припуск 0. Линии будущих сгибов и линию середины полочки отмечаем надсечками. Готово. Я раскроила полочку, и теперь нам нужно по отмеченным линиям заутюжить планку. Делаем первое, второе и третье сложение. И получается вот такая планка. Если внутреннюю планку вы делаете также в 3 сложения, то вы ее заутюживаете аналогичным образом, так же как и наружную. Если используете второй способ, то отмеряете получившуюся ширину планки, у меня это 2,2 см, и заутюживаете ее 2 раза, первый и второй. Внутренняя планка готова. И на этом легкая часть нашего видео закончилась, и начинается интересное – оформление низа планки. Самый изящный и тонкий способ, который мне приходилось видеть, это подгибка уголком. В готовом виде он выглядит примерно таким образом. Вот я сделала такой макет. И давайте сначала потренируемся собирать это оригами на бумаге. Вот наша полочка с уже заутюженной планкой. 1, 2 и 3 раз. Это изнанка. Итак, мы ищем нижний край нашего изделия. Отмеряем ширину подгибки низа. И получается вот эта точка. От этой точки отмеряем 4, 5, 6 сантиметров вверх. Я отмерю 5 сантиметров. И из нижнего угла готового изделия нашей планки мы отчерчиваем линию до отмеченной точки. Вот мы отрисовали наш уголок. Теперь от получившейся линии отмеряем 5 мм вниз и отрисовываем линию припуска уголка. Таким образом. Теперь мы разворачиваем планку и проводим до конца
отмеченную линию, которую мы отмеряли высотой 5 сантиметров. И доводим до этой линии край припуска уголка. Вот получается такая картинка. Теперь берем ножницы и отрезаем излишек по краю припуска и далее по горизонтальной линии. Готово. Складываем планку обратно. Обратите внимание, здесь получается вот такой уголок. Мы его делаем для того, чтобы, когда мы будем сейчас подгибать припуск уголка, здесь не образовывалось лишней толщины. Загибаем планку аккуратно. И на этом уголок планки готов. Осталось подогнуть низ, но это не обязательно делать сразу. Мы можем это делать позже, когда будем работать уже с подгибкой низа. Подгибаем на ту ширину, какая нас устраивает. Один. Давайте сразу подогнем второй раз. Второй раз. Все, наша подгибка готова. Все то же самое я проделала на ткани. Давайте посмотрим, что получилось. Это наружная планка. Внутреннюю планку мы оформляем аналогичным образом. Теперь уголок и планку необходимо приметать. Я приметала планки, и теперь нужно проложить строчку, закрепляющую уголок. Для наружной планки, а также для внутренней планки, если вы ее делаете также в 3 сложения, как и наружную, закрепляющая строчка будет идти от низа и подниматься примерно на 10 сантиметров от уголка. И на этой точке останавливаться. Если внутреннюю планку вы выполняете вторым способом, то есть в 2 сложения, то строчка, закрепляющая уголок, будет переходить в отстрочку самой планки и дойдет до самого верха. Также нужно определиться, вы будете работать вручную или на машинке. Это зависит от того, насколько вас устраивает качество машинной строчки, потому что рубашечные ткани деликатные, и машинные строчки на рубашках имеют свои особенности. Показателем качества изделия является ширина шва и ширина стежка. Чем они меньше, тем выше класс изделия. Машинку нужно настроить так, чтобы в 1 сантиметре было минимум 6, а оптимально 8-10 стежков. Такая частота стежка, конечно, дает сумасшедшую работку, и после стачивания швы необходимо будет еще оттягивать на утюге. Поэтому в каких-то случаях вполне возможно, что ручные строчки будут более разумной альтернативой. Я проложила строчку. Так это выглядит у меня. Если у вас ткань полоску, следите, чтобы строчка шла по той полоске, которая соответствует цвету ваших ниток. Также я отстрочила внутреннюю планку и отутюжила. Строчка практически не видна. Также хочу с вами поделиться несколькими замечаниями по поводу работы над рубашками в целом. Если пока не чувствуете в себе уверенности, ткань лучше брать в мелкую полоску или мелкую клетку, меньше 5 мм. На такой ткани не так заметны косяки, как на однотонной. Такой рисунок не нужно совмещать, и вам будет гораздо легче ориентироваться по линиям рисунка. Второй момент. Поскольку ткани довольно тонкие и деликатные, для качественной строчки берите настолько тонкие нитки, насколько только сможете найти, и также тонкие иголки к ним. Это касается и стачивания, и сметывания. И третий момент связан с тем, что рубашка порой требует очень точной разметки. Для этого очень хороши ручки с исчезающими чернилами. Правда, они бывают разного качества, поэтому не забудьте перед использованием испытать их на образце. Итак, наша планка готова, и я очень довольна результатом. Напишите, как вам такой способ обработки, и если что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. А я продолжаю работу над своей рубашкой. Это канал Шьем с умом. С вами была Александра. До новых видео!